Человек, который все время думает, не имеет ничего, о чем можно было бы думать, кроме мыслей. Поэтому он теряет связь с реальностью и живет в мире иллюзий. Алан Ватс. Думаю, это идеальная цитата, чтобы описать это видео, ведь сегодня мы поговорим про франшизу Chaos Head. А это аниме, манга и визуальная новелла, основанная на вселенной Врат Штейна. Звучит так хайпово, что хочется сделать тур-туру. Согласитесь? Правда, на удивление, я не нашел ни одного полноценного обзора на русском ютубе. И все видео по этой теме не набрали даже 10 тысяч просмотров. Но я думаю, проблема в том, что многие из-за незнания английского просто шли смотреть аниме. И из-за его рваного повествования ничего не понимали, а потом выключали, ставя низкую оценку. И знаете, это абсолютная правда. Ведь аниме по Chaos Head сложно воспринимать, не пройдя игру, хотя сама история из новеллы очень необычная, и лично мне показалась достойной, чтобы сделать это видео. Теперь звучит хайпово вдвойне, согласитесь? Хотя еще, возможно, проблема в том, что новеллы по Chaos Head никогда не существовало на ПК, ведь она выходила как эксклюзив для консолей. Но энтузиасты придумали, как запускать ее через эмулятор консоли. Единственный минус — это отсутствие русского перевода, но вам повезло, я умею Speak English. А значит, для вас это тоже не проблема, ведь я поведаю вам эту историю на понятном лэнгвидже. И мы вместе окунемся в эту историю, пропитанную безумием. Chaos Head рассказывает о типичном затворнике по имени Такуми. Ну, это, собственно, и есть главный герой. Он живет в контейнере на крыше здания, которое принадлежит его отцу. И большую часть времени проводит, смотря аниме и играя в MMORPG, где является одним из сильнейших игроков. Также он ходит в школу, но только тогда, когда это необходимо. Он точно рассчитал дни и уроки, которые нужно посещать, чтобы не остаться на второй год. А в остальное время он сидит и хикует в своем контейнере. Но не спешите сравнивать Такуми с типичным хикиамори, ведь затворником его сделали вовсе не игры и аниме. Его мучает детская травма и своя же совесть, ведь когда Такуми был ребенком, его не взяли на школьную экскурсию. Тогда от злости он необдуманно пожелал, чтобы все его одноклассники не вернулись. И знаете, так и случилось. Автобус, который вез детей на эту экскурсию, попал в аварию, вследствие чего было много жертв. Поэтому Такуми, считая себя виноватым, почти перестал разговаривать, а позже у него диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Уже в повседневной жизни Такуми в Токио происходят странные события. Массовые самовыпилы, убийства мужчин со вшиванием им в животы детей, и все это на какой-то религиозной почве. В общем, в 3 словах, какая-то странная хуета. Эти происшествия в прессе были названы безумием нового поколения. На этом в дальнейшем и будет строиться полудетективный сюжет Chaos Head. Сама игра начинается со сцены, где нам показывают главного героя, лежащего в разрушенном мире, а над ним стоит странная девушка с розовыми волосами и огромным мечом. В аниме-адаптации они, кстати, еще целуются, но да не суть. Эта сцена не должна вам что-то донести, я даже сейчас не знаю, зачем она идет в самом начале. Не пройдя игру заранее, вы даже не сможете понять, что это за сцена. Поэтому я не понимаю, зачем она идет в самом начале, ведь она не несет никакой информации для нового игрока. Дальше мы видим контейнер, где есть диван, стенка с аниме-фигурками и компик. Впрочем, а что еще нужно для счастья? Главному герою приходит письмо от соклановца, который рассказывает Такуми о том самом новом поколении. И они обсуждают жуткие фото с мест преступлений. Тут в их чат залетает некий Сёгун и спамит кучу ссылок на изображение. Такуми инстинктивно тыкает по ссылкам и видит различные фотографии жертв без цензуры, которых не было в СМИ, но потом сразу же отворачивается от страха, стараясь все это забыть. На утро его будет воображаемая жена из любимого тайтла, то есть, как вы поняли, главный герой полный шизик видит каких-то несуществующих персонажей. Сказал бы я, если бы делал обзор на аниме-адаптацию, но в игре этого не было. Я просто показал это, чтобы вы понимали, насколько разное там повествование. В новелле же он просто без лишних слов неохотно идет в школу, потому что сегодня у него один из обязательных дней посещения. Там мы знакомимся с его единственным другом Мисуми, который является полной противоположностью Такуми и ведет активный образ жизни кадря малолетних японочек. Ну и они просто обсуждают последние новости, потому что 3D девушки главного героя не интересуют, что вы уже могли понять по количеству фигурок в его контейнере. Ну и чтобы вы понимали, насколько эта игра реально крутая, порой тебе невзначай дают выборы, которые кажутся вообще незначительными. Например, тебя спросят, нравятся тебе очки или нет, и от твоего ответа будет зависеть, будут ли они у этой медсестрички в следующей сцене. Ну, то есть огромное внимание к мелочам — это признак хорошей игры. Итак, когда Такуми возвращается домой, то замечает странный мешок с, видимо, частями тела, вытекающей оттуда кровью. Но почему-то быстро об этом забывает, после чего заходит в ближайшее интернет-кафе, чтобы поиграть на своем смурф-аккаунте и расслабиться. А уже поздней ночью, когда возвращается домой, слышит странные звуки.
будто что-то забивают в стену. Любопытство берет верх, и он идет посмотреть, обнаруживая странный крест и труп, прибитый к стене сотней таких металлических крестов, около которого стоит девушка с розовыми волосами. А хуже всего то, что они скорее всего учатся в одной школе, ну судя по форме. И она называет главного героя по имени, а тот бросается бежать без оглядки. Что, кстати, выглядит правдоподобным решением. Позже выясняется, что Такуми случайно убежал прямо с этим крестом в руке, и он зачем-то решает принести его домой и просто кинуть в стену. В целом вся эта ситуация нехило так пугает Такуми, но еще больше его пугают фотографии, отправленные Сёганом, ведь на них один в один было то, что он только что увидел. А это значит, что они были отправлены из прошлого? Кстати, помните, я говорил про его воображаемую жену? На самом деле она существует у него в голове, но в игре появляется только сейчас. И главный герой на самом деле шиз, который видит галлюцинации. А также бонусом самый худший нытик с огромным ЧСВ. Вы еще не видели главного героя в новеллах хуже, чем этот, поверьте. Я просто не хочу пересказывать вам все его монологи, где он ноет по часу, но это правда так. На следующий день мы видим, что Такуми снова играет в свою любимую игру. А убийство, что мы видели в новостях, уже назвали третьим делом нового поколения. И главный герой отчаянно пытается забыть, что как-то к этому причастен, чтобы спокойно продолжить свою жизнь затворника. Но тут к нему приходит сестра по имени Нанами. Честно говоря, у них не самые лучшие отношения. Опять же, как я говорил ранее, из-за сложного характера Такуми. Но Нанами все равно старается заботиться о братике в надежде, что он исправится. Хотя в это время Такуми вообще представляет, как она раздевается и лезет целоваться. Я же говорил, что это худший главный герой, которого только можно представить. Далее Нанами заставляет братика купить телефон, потому что у него нету, и предлагает взять как у нее с брелком-лягушкой. Но Такуми говорит, что ему не нужен никакой телефон, и прогоняет сестру. Затем мы снова видим школьные дни Такуми, только теперь ему кажется, что за ним постоянно следят. И он идет в интернет-кафе, где случайно в одной из комнат замечает сумку с лягушачьими брелками и открытую статью на Вики про преступления нового поколения. По пути домой оказывается, что кто-то действительно следил за Такуми. Он в панике убегает, но спотыкается об мопед и ударяется головой. Но, к счастью главного героя, эта девушка не собиралась его убивать. Ее зовут Юа, и она учится с ним в одной школе. А увидев, что Такуми ударился, предлагает проводить его до дома, на что он неохотно соглашается. Оказывается, Юа девушка его мечты, ведь ее ни капельку не смущает странный дом Такуми. Более того, она такая же большая поклонница аниме и разговаривает с ним про его фигурки. Хотя он все еще думает, что у такой девушки, как Юа, возможно, есть скрытые мотивы для общения с таким, как он. Ну, если вкратце, то главный герой заводит нового друга, и так как у него нет телефона, он дает ей свой имейл. После этого нам показывают тянку по имени Арихара, которая сжигает кучу одежды и скоро переезжает в Токио. Также до этого показывали тянку, которая один в один была похожа на Рэй из Вангелиона, которая стояла и пела. Но я говорю это все к тому, что сценаристы почему-то подумали, что это будет охуенной идеей анонсить небольшими отрывками персонажей, которые появятся в будущем. Думаю, это видно по вставке с самого начала игры, но как по мне, это абсолютно бессмысленные вставки. Потому что, как я уже говорил, они не несут в себе никакой информации. И знакомства с основными персонажами, которых довольно много в этой игре, все равно произойдут, когда придет время. Ну да ладно. Теперь Юа преследует главного героя в школе, заводя диалоги. Чему, кстати, очень рад Мисуми, ведь у Такуми наконец-то появилась 3D-подружка. Тут внезапно подходит еще одна странная девушка с синими волосами и спрашивает: «Ты кто такой?». И до того, как убежать, Такуми успевает назвать свое имя. По дороге до дома главный герой замечает Юа, и они решают пройтись по парку. Но посреди этого псевдосвидания Такуми замечает кое-что краем глаза. В сумке Юа лежат 3 брелка с лягушками, которые он уже замечал в интернет-кафе. Из-за этого Такуми снова паникует, и появляется его вайфу-жена, говоря, что им никому не стоит доверять. Тогда Юа меняется в лице и хватает главного героя, ведь до этого все было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Оказывается, она не просто так следила за Такуми. Юа показывает колье в форме креста, который нашла у него дома. Ну, помните, который он случайно унес с собой с места преступления, а потом выкинул их у себя же дома. Поэтому Юа считает, что главный герой причастен к убийствам, которые происходят. Ведь она действительно сидела в том интернет-кафе, чтобы каким-то образом получить доступ к чатам Такуми. И когда она показывает эти чаты, выясняется, что все сообщения, включая Сёгуна, были отправлены с одного компьютера. То есть по логам из чата получается, что Такуми общался сам с собой, на что он даже не знает, что ответить. История продолжается, когда Такуми приходит домой, но слова Юа преследуют его, и он задается вопросом, действительно ли он сам может быть Сёганом. Опасаясь за свое психическое состояние и возможность того, что он сам может быть Сёганом, Такуми идет в больницу проверить, есть ли у него раздвоение личности. Пока мы находимся в больнице, то происходит интересная игровая ситуация. Медсестра дает нам листок с 25 вопросами. Например, как часто вы плачете, верите ли вы в инопланетян и прочую дичь. И знаете, на самом деле это высочайшая степень троллинга. Ведь, как я говорил ранее, игра меняется даже от незначительных выборов. Но здесь вам дают огромный тест из 25, блять, вопросов, которые вообще никак не повлияют ни на что. А нужно это, чтобы ты как идиот
идиот сидел и важно отвечал на всю эту дичь, а потом ничего не произошло. И как я позже узнал, вся важность этого теста была в надписи снизу, а сам тест являлся уловкой, который отводил внимание от надписи на зоме. И главный герой вспоминает, что в детстве уже видел эту надпись, и там были странные люди, похожие на агентов важной корпорации. А еще теперь я понял, почему меню настроек в игре выглядят так странно и тоже имеют эту надпись на зоме. Да и в целом вся игра стилизована под единую вселенную, что я считаю очень круто. Ведь, как я говорил ранее, внимание к мельчайшим деталям может многое сказать о качестве игры. Кстати, интересный факт, в моей игре, которая, к сожалению, не выйдет, я тоже старался уделять внимание таким деталям. Если ты вдруг новенький и тебе интересна эта ситуация, то у меня есть видео на канале, где я рассказываю все подробно, почему Steam забанил мою игру. Так вот, дальше нас переносят в полицейский участок и знакомят с двумя детективами, которые занимаются делами по новому поколению. И они увидели на камерах убегающего Такуми с по факту орудием убийства в руках. Поэтому теперь главный герой находится под наблюдением как единственный подозреваемый. Но авторы растянули эту сцену минут на 30. Да и в целом все арки со второстепенными персонажами в этой игре почему-то затянуты. Возвращаясь к Такуми, он решает проверить подлинность снимков, присланных ему Сёгуном. Загрузив их в Photoshop и поигравшись с фильтрами, он замечает там бегущего с себя, что ясно дает ему понять, эти снимки были сделаны из будущего. Главный герой пытается прогуглить все, что связано со сверхспособностями и как с этим связана религия. На каком-то форуме он натыкается на слова из песни, как кто-то убил человека колом в виде креста. В других песнях этой группы под названием «Фантазм» также были отсылки на все убийства из серии нового поколения. Хотя эти песни были выпущены раньше, чем происходили убийства. И поэтому Такуми хочет пойти на концерт этой группы, чтобы увидеть автора этих песен. Но так как он хикан, то подговаривает сходить туда своего друга, который не может описать внешность вокалистки достаточно понятно и тащит Такуми внутрь, где он видит эту синеволосую девушку, которая со сцены затирает какой-то религиозный бред, после чего начинает петь свои песни и пристально смотрит на главного героя, как будто что-то хочет ему сказать. Затем мы возвращаемся к повседневной жизни Такуми. Сестра все-таки уговаривает его купить себе телефон для связи, немного фан-сервиса и бесполезных диалогов, после чего во время игры из чата Такуми узнает, что произошло еще одно убийство. На вокзале в туалете нашли мужчину, у которого вытекла вся кровь, а на стене крови было написано что-то пугающее. Но вот эту залупу я вам уже не смогу перевести. По дороге домой из интернет-кафе главный герой замечает ту синеволосую девушку с огромным мечом, и никто из прохожих не обращает на это внимания. Ее взгляд останавливается на Такуми, и она представляет меч к его лицу, спрашивая, видит ли он его, после чего говорит, что если тот заметит что-то странное, то должен ей сказать, и уходит. Кстати, ее зовут Сена. После такого Такуми еще больше не понимает, что происходит, но тут его поджидают два детектива, которым крайне интересно, как он связан с убийствами, на что Такуми буквально выдает им всю стопроцентную правду, прося его защитить от розоволосой девушки. Поэтому детективы думают, что он в край ебанулся, и пока что его отпускают. В школе от Мисуми мы узнаем, что вокалистка группы, которая была на концерте, оказывается, учится с ними в одной школе, ее настоящее имя Аясе. А Шизик на главном герое уже размечтался, как она к нему подкатывает. Но на деле она подходит к Такуми, говоря, что он должен найти свой меч, иначе случится что-то плохое. В свой очередной вечер, рассматривая аниме-фигурки, Такуми слышит голос позади себя, и оказывается, к нему незаметно зашла та самая розоволосая девушка. Главный герой думает, что она пришла его убить, потому что он рассказал про нее полиции. Но девушка в недоумении говорит, что вообще-то они уже давно знакомы и сидят в школе за соседними партами. А когда она хочет назвать свое имя, то главный герой инстинктивно сам его произносит – Рими. И это действительно ее имя, отчего вопросов становится еще больше. Рими подтверждает свои слова, позвонив Мисуми, и тот говорит, что они трое действительно давно знакомы. Получается, что девушка, которая прибивает людей крестами к стене, наша старая знакомая, о которой Такуми почему-то узнал только сейчас? После такого количества новой информации о своей жизни, Такуми возвращается в больницу, чтобы продолжить обследование. Но даже проспав под наблюдением врачей, они ничего не нашли. Поэтому Такуми решает действовать сам. И первое, что он хочет сделать, это найти свой меч по совету певицы Аясе. Ведь он видел огромный меч у Сены, и значит он должен найти похожий. Перерыв весь интернет, он находит только магазин фанатского стафа со всякими странными вещами для атаку. И идет туда, чтобы купить меч. А потом, смущаясь, тащит его домой через весь город, пока на него смотрят как на идиота. В это время к нему приходит младшая сестра Нанами, которая так сильно напрягает главного героя, что он решает отдать ей браслет, который ему дали в подарок за покупку меча. Но между ними происходит ссора, и Такуми падает со стула, ломая свой пластиковый меч. На следующий день в школе происходит два события. Первое, та ранее заанонсированная лоля со светлыми волосами по имени Кадзуя переводится в класс главного героя и говорит что-то типа «мы с тобой похожи». А второе, это Рими, которая действительно сидит за соседней партой. Но Такуми ее испугался и убежал. По дороге домой главный герой заходит в магазин, но замечает, что там никого нет. И выходя на улицу, ничего не меняется, даже в местах, где люди были всегда. В темноте он замечает парня на инвалидном кресле, но при этом его кожа больше
больше напоминает старика, который говорит, что Такуми должен все понять в ближайшее время, иначе умрет много людей. А также в конце монолога говорит, что он и есть Сёгун. Тогда Такуми внезапно приходит в себя, очнувшись посреди перехода, и видит перед собой Рими, которая его обнимает и провожает до дома. А главному герою приходит понимание, что те вещи, которые он видел с ее участием, в принципе не важны, ведь она не желает ему как-то навредить, а наоборот помогает. На следующий день в школе от Рими и Мисуми главный герой узнает, что по школе ходят детективы и собирают списки учеников. По дороге домой он опять видит Сену и пытается с ней поговорить, но теряет ее в толпе. А затем находит цепь, которую не видят прохожие, и эта цепь приводит его в поезд, где сидит Сена. Она думает, что главный герой знает больше, чем на самом деле, потому что он видит ее меч. И это первая сцена в игре с хотя бы какими-то ответами на вопросы. Сена рассказывает про некоторые ошибки визуального восприятия. То, чего не должно быть, но оно есть. И она ссылается на какой-то патент VR-технологий, которые якобы могут контролировать зрение. Короче, Такуми считает, что Рена говорит глупости, поэтому уходит. Затем главный герой сталкивается с Юа в интернет-кафе, и та на протяжении 30 минут умоляет Такуми перестать убивать людей, потому что Юа считает, что он напрямую с этим связан, и думает, что пока главный герой спит, его вторая личность этим занимается. Но Такуми, считая это все полным бредом, отталкивает ее и убегает в ближайший парк. На этом моменте паранойя достигает пика. Он думает, что полиция преследует его, а все прохожие — часть организации, которая хочет его поймать. Но если посмотреть со стороны, то главный герой просто бегал по улице и кричал, боясь каждого взгляда в его сторону. Затем у клуба он встречает Аясы в образе Фэс, это ее псевдоним на сцене. И та, успокаивая главного героя, ведет его в метро, рассказывая, что ее тоже упрекают в причастности к новому поколению. Ведь, как вы помните, текста ее песен напрямую с этим связаны. И Аяса уже во второй раз просит Такуми найти свой меч, а то, что он купил в фанатском магазине, было просто игрушкой. А также демонстрирует, как она достает из пространства свой меч. Но если немного задушиться, меч — это фантазия Аясы, которую она может каким-то образом материализовать. Аяса говорит, что Такуми может сделать то же самое. И чтобы это доказать, она просит его обернуться, где мы видим вторую Аясы в нижнем белье. Аяса утверждает, что это проявление фантазии главного героя в реальном мире, и на этом сцена заканчивается. Такуми возвращается домой и пытается понять все, что увидел, и самое главное — узнать, как ему заполучить свой меч. В этот момент его друг из игры скидывает ссылку на YouTube-видео, где снимали жертв до инцидента нового поколения. И логично, что тот, кто снимал это, знал, что дальше произойдет что-то плохое. Но Такуми очень смутил скрип на заднем фоне видео. Такой же скрип он слышал от кресла Сёгуна, когда с ним разговаривал. Главный герой изо всех сил старается не потерять рассудок, но когда он приходит в школу в следующий раз, ему становится плохо из-за стресса, и Рими провожает его до контейнера. Такуми больше не может держать все в себе и рассказывает Рими буквально все, что с ним произошло. А она терпеливо слушает все, что говорит этот шизик, после чего обнимает. Кстати, если изначально мы считали Рими антагонистом, ведь ее буквально показывали как убийцу, и, на самом деле мы до сих пор не знаем, правда это или нет, то сейчас ее отношения с Такуми становятся более романтическими, ее забота о нем подавляет его страх, что она убийца. Ну и еще можно посмотреть, как она переодевается из школьной формы. Так что этот арт, который я вставил на превью видео, не является кликбейтом. В это время развивается сюжетная арка детективов, и если в двух словах, то это какая-то псевдонаучная хуета про различные места в Токио, где разная гравитация или что-то вроде того. Они думают, что это как-то связано с безумными убийствами, но у них нет доказательств для начальства. Еще нам дают понять, что Юа сотрудничает с полицией, ведь, как вы помните, она думает, что главный герой сам может быть убийцей. Но вся эта сцена сделана только для расширения игровой вселенной, хотя при этом не дает какой-то информации, которая интересна игроку. Так что нет, спасибо, я отказываюсь час читать, как общаются эти умственно отсталые копы. Далее Такуми решает получше узнать весь этот патентный бизнес, направленный на изменение видимой реальности, и находит записи из американского судебного процесса, где описываются страшные эксперименты, в которых людям изменяли восприятие. Потом интернет-друг отправляет ему интересные подробности о том видео, которое было загружено на YouTube. Дело в том, что это видео загружали из комнаты интернет-кафе, где сидел главный герой. И также произошло еще одно убийство, где мужику вскрыли голову, но Такуми больше пугает, что жертвой оказался его лечащий врач. Затем в городе происходит землетрясение, унесшее жизни 118 человек, из-за чего всех вокруг показывают в депрессии, ведь произошла большая трагедия. Но Такуми больше раздражает то, что из-за землетрясения у него сломался жесткий диск, и ему нужно чинить компьютер. Когда у него получается зайти в сеть, то он получает сообщение
догоняет Сёгуна, который обещает прислать посылку. Позже Такуми идет в школу, и там начинается шумиха, потому что Аясе, кажется, хочет спрыгнуть с крыши. Главный герой закрывает глаза, потому что не хочет это видеть и надеется, что она упадет на что-нибудь мягкое. Тем самым неосознанно создавая цветы в месте, куда падала Аясе. То есть у него впервые получилось использовать свою силу из-за сильных эмоций. И теперь слова Аясе про иллюзии, которые можно материализовать, уже не кажутся ему бредом. Также Сэни показалось подозрительным, что Такуми смог сделать нечто подобное, и она обвиняет ее в сотрудничестве с какой-то тайной религиозной организацией. Но после разговора подозрения спадают, ведь главный герой сделал это случайно, и он по-прежнему слабак в глазах Сэны. Дома главный герой получает письмо от имени младшей сестры, в котором Сёгун говорит, что Такуми удивил его, создав те цветы. И теперь Сёгун предлагает Такуми квест по спасению его сестры, приглашая на крышу старого здания в 9 вечера. По скриптум спрашивая, получил ли он его посылку. Главный герой в замешательстве от такого сообщения решает позвонить сестре, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Но сколько бы гудков ни прошло, ответа не было. И как будто бы рингтон телефона играл где-то рядом. И тут Такуми замечает у входа в свой контейнер коробку. Внутри был странный предмет, завернутый в фольгу. И когда он ее развернул, то увидел руку его сестры вместе с телефоном. Тут нам решают немного раскрыть сюжет и показывают собрание важных персон из корпорации Нозоми, которые говорят про некое устройство, способное изменять чувства людей, заставляя их видеть то, чего на самом деле нет. И планируется эта штука применяться в сфере политики, например, внушая избирателям, за кого они хотят отдать свой голос. А чтобы контролировать массы сразу, у них есть люди с большими рюкзаками, которые как ходячий Wi-Fi роутер изменяют реальность для людей, которые находятся в определенном радиусе неподалеку. И если вам непонятно, при чем тут наши рандомные школьники, то, скорее всего, Нозоми использовала их как крыс для эксперимента, чтобы не опасаясь пользоваться этой технологией уже в толпе народа. Ну, если что, это не спойлер, а мои мысли на момент прохождения игры. Далее, возвращаясь к основной сюжетной ветке, Такуми ничего не остается, как принять приглашение Сёгуна и пойти на крышу. Он видит, что на улице очень много людей из СМИ, а местность оцепляют полицейские, то есть здесь явно что-то происходит. Там на крыше он слышит знакомый скрип инвалидной коляски и появляется Сёгун. Такуми спрашивает, что он сделал с Нанами, но Сёгун не дает четкого ответа, говоря лишь, что она пока жива. Немного успокоив главного героя, Сёгун предлагает ему выполнить некоторое задание и получить сестру обратно. По причине того, что Такуми избранный и мог бы изменить этот мир. Сперва главному герою нужно подойти к краю крыши и поприветствовать толпу снизу. И на этом моменте игра может закончиться. Ведь тебя спросят, видел ли ты меч, и если ты ответишь неправильно, то Сёгун столкнет главного героя с крыши. А если же ты сделаешь правильный выбор, то главный герой попробует дотянуться до своего меча, но у него не получится. От отчаяния Такуми резко разворачивается и бежит в сторону Сёгуна, сбивая его кресло. Но внезапно обнаруживает, что в кресле никого нет и, видимо, от стресса теряет сознание. Хотя в реальной жизни выброс адреналина, наоборот, не дает тебе отключиться в стрессовые моменты. Ну да ладно. А вся эта сценка была сделана, чтобы выставить главного героя посмешищем перед СМИ, хотя он вроде ничего не сделал. Короче, я не понял прикола, но почему-то его забулили и теперь все считают лохом. Такуми очнулся уже в больнице, где за ним ухаживала миленькая медсестра. И пока главный герой был в отключке, его заходила проверить сестра. Так что из хороших новостей она не пострадала. Из-за этой непонятной ситуации Такуми отстранили от занятий на неделю, и мы видим, как он сильно изменился с начала игры в лучшую сторону, немного сдвинув назад свой образ жизни Хиканая, любителя 2D порева. А сейчас он думает о том, чтобы скорее увидеться с Рими. Кстати, из интересного, фейковую руку сестры Такуми оставлял в холодильнике, а сейчас она куда-то оттуда пропала. Затем нас снова кидают в душную арку детективов, они видят на записанных видео меч Рены, которая ходит, ломает рюкзаки с оборудованием людям из Нозоми. Они порят какую-то псевдонаучную дичь, которая вот вообще никак, по моему мнению, не связана с основным сюжетом игры. В общем, эта арка вот просто тупое говно тупого говна. Далее на улице главного героя узнают хулиганы и решают по приколу избить и забрать кошелек. Ведь, как вы помните, на телеке его выставили дурачком. Но тут к нему на помощь приходит Кодзуэ, которая отпугивает хулиганов. Ведь вы бы видели, какой у нее большой меч. Такуми расспрашивает Кодзуэ, как она получила меч, и она отвечает, что у нее тоже был момент, когда она видела меч, но не смогла его взять, пока у нее не появилось для этого правильное намерение и эмоции. А еще из забавного факта, Кодзуэ умеет читать мысли и разговаривать телепатией с другими людьми, что компенсирует ее на первый взгляд застенчивость и неразговорчивость. А за этой милой молчаливой физиономией скрываются мысли об убийствах. По пути домой герои встречают Рену, и, как вы понимаете, они с Кодзуэ уже знакомы. В этой сцене девчонки посвящают Такуми в лор этого мира иллюзий. Если в двух словах, мы узнаем, что люди, способные видеть мечи, называются гигаломаньяками. Но вообще все, что они материализуют, не появляется из ниоткуда. И это объясняется уже настоящим научным термином Море Дирак.
мрака. Это умозрительная модель вакуума, объясняющая существование античастиц у фермионов. Согласно этой модели, все пространство заполнено ненаблюдаемыми электронами с отрицательной энергией. Я лично ничего не понял, но сделаем вид, что мы умные и схаваем. Далее ничего особенного не происходит, и жанр игры меняется на школьную повседневность. И даже кажется, что жизнь главного героя налаживается, ведь ничего страшного не происходит. Да и вообще здесь ничего не происходит. После бессмысленных разговоров Мисуми предлагает им навестить Аясе, которая, напомню, все еще находится в больнице после прыжка с крыши. В это же время саму Аясе мучают флешбеки о том, как над ней проводили какие-то эксперименты в психиатрической больнице, подвергая галлюцинациям, цель которых ей до сих пор неизвестна. Ну и когда чекалдырики приходят в больницу навестить Аясе, то не могут найти ее палату. Рими узнает номер палаты у персонала и говорит парням, что подойдет позже, потому что ей надо в уборную. Зайдя в палату, парни никого там не находят и остаются дожидаться Рими, которая тоже куда-то пропадает. Поэтому парни решают разделиться и поискать, куда делись их подружки. Такуми исследует верхние этажи и натыкается на странный коридор, который внезапно заканчивается, как будто сама реальность вдруг остановилась. От его вида главному герою становится плохо, и он возвращается в приемную. Тем временем Мисуми видит девушек из окна на лестничной площадке и подзывает Такуми посмотреть. Они видят, как Аяса дает Рими пощечины и уходит к себе в палату. Парни решают пойти к ней, чтобы понять, что случилось. Но вместо диалога она затирает им про мифологию. И что Такуми это один из 7 каких-то рыцарей. Типа, да, я понимаю, что эта игра немного так совсем чуть-чуть странная, но эта дамочка явно ебанутая. Как вы понимаете, парней не особо интересует вся эта оккультная чушь, и Мисуми понимает, что подкатить к Аясе сейчас не получится, поэтому они уходят, встречая Рими в холле, где в это время по телевизору передают срочные новости. Оказывается, был пойман преступник, который стоял за одним из дел о новом поколении. И для Такуми это стало огромным облегчением, ведь это дает ему понять, что он невиновен. Получается, он не лунатик и у него нет раздвоения личности. Кажется, что кошмар закончился. Но все то время, пока главный герой был в больнице, Сена и Кодзуэ шмонали его контейнер и нашли одну из его записей, которые показались Сене подозрительными. Ведь она ищет своего отца и теперь думает, что Такуми как-то с этим связан и значит он ее враг. Поэтому они решают устроить засаду, дожидаясь, когда Такуми придет домой. Но, к счастью главного героя, Рими решила проводить его до дома. Там на крыше они встречают Сену в боевой позе, и Кодзуэ хватает ее за ногу и кричит бежать. Но Сена с яростью берсерка бросается с мечом на Такуми и ее останавливает Рими, которая, оказывается, тоже обладает способностями этих гигало-маньяков. Рими говорит Сене уходить, но она снова нападает, и они начинают драться на мечах. В схватке 1 на 1 Рими оказывается слабее Сены и показывает еще одну свою способность. Она создает иллюзию отца Сены, что отвлекает ее от схватки. Ведь она винит его в том, что он бросил свою семью и поэтому хочет его убить. Тут нас кидают флешбеки от лица Сены, где произошел некий эксперимент над ее мамой и сестрой. В оригинале эту историю рассказывают на фулл депрессивном вайбе около 2 часов, но там буквально произошло следующее. Отец Сены работал в Нозоме ученым в сфере всех этих новых VR-технологий, но их коллектив больше напоминал секту со всяким религиозным дерьмом, и он предложил взять свою недавно родившую жену и дочь для эксперимента, а Сену, как старшую дочь, в то время оставил жить в какой-то церкви. Эксперимент заключался в том, что сознание мамы Сены было захвачено VR-шлемом, и она считала, что живет обычную жизнь в своей квартире, пока муж в командировке. Она общалась с ненастоящими соседями, все было постановочно, но в целом все было нормально. Но через месяц после начала экспериментов ребенок скончался сам по себе, и почему-то никто не успел вовремя это заметить, хотя они вели наблюдение 24/7, что немного странно. После смерти дочери отец Сены захотел остановить эксперимент, но ему не разрешили, и его жена продолжала ходить в VR-шлеме с трупом ребенка на руках, думая, что все нормально. Далее отец Сены смирился и решил, что все это может быть даже хорошо, ведь его жена была счастлива, и они продолжали эксперимент, потому что он хотел позволить жене продолжить жить счастливо. А потом компания объявила о конце эксперимента, который длился почти 2 года, отстранив отца Сены от работы в компании. И очнувшись, его жена увидела буквально мумифицированный труп у себя на руках. В день закрытия полигона туда пришла ничего не подозревающая Сена, думающая, что родители спокойно работали, и то, что она увидела, ее сломало. Ведь после пробуждения ее мать буквально сошла с ума от увиденного и начала разрывать ногтями свои глаза, кожу, ну и короче выпилилась у всех на глазах. Ну и в общем-то это вся история Сены. И я не знаю, как они умудрились растянуть это на пару часов геймплея. Затем нам показывают события после того, как Сена и Кодзуэ ушли. Такуми спрашивает Рими, кто она на самом деле. Рими отвечает, что считает его своим другом и хочет, чтобы так все и оставалось. Такуми благодарит Рими за все, что она сделала, и решает пойти к дому своих родителей. Или, по крайней мере, к тому, что должно было быть их домом. Но там почему-то оказывается другой дом. Тут снова появляется Рими и говорит, что ему некуда возвращаться домой. Такуми бежит по своему старому району, пытаясь понять, что происходит. Может быть, он просто перепутал адрес, или у него опять галлюцинации. Может быть, он сможет освободиться, найдя брешь в логике, но
но в этот раз ничего не выходит. Рими спрашивает, в какую школу ходил Такуми, но он не может ответить, потому что забыл, хотя знает, что он ходил в школу. Нет, Такуми, ты не ходил в среднюю школу, это твои выдуманные воспоминания. Ты существо, которого не должно было здесь быть, говорит Рими, раскрывая свое истинное лицо. Оказывается, что она действительно обманывала Такуми все это время. Это все было галлюцинацией, точнее, сам Такуми. Он является существом, рожденным в сознании другого гигаломаньяка, настоящего Такуми. А тот Такуми, которого мы знаем, появился 1,5 года назад, и ему в память вложили, что он обычный старшеклассник. Затем Рими извиняется за то, что скрывала от него правду, и просит вернуться обратно в контейнер, потому что она должна встретиться лицом к лицу с тем, кто за всем этим стоит. Далее Такуми бродит по улицам, его разум помутнился после того, как ему сказали, что он не настоящий. Он пытается доказать, вспомнить что-то, но у него не выходит, и от безысходности он задумывается над тем, чтобы прыгнуть под машину. Даже дома он пытался сделать петлю из проводов, но затем почувствовал, что он слишком жалкий для этого. От безысходности Такуми возвращается в свою игру и начинает спамить в чат: «Убейте меня, убейте меня, убейте меня». Ну, знаете, как типичный гуленыш с аниме-аватаркой в любой соревновательной игре. Тут его от агонии прерывает стук в дверь. Это была Нанами. И, кстати, в этой сцене мы впервые видим ее после похищения. Главный герой со стеклянным взглядом поворачивается к Нанами и просит ее убить его, после чего они начинают плакать, и Такуми, наоборот, просит его спасти. Но его сестра оказывается очередной иллюзией, которую Такуми сам хотел увидеть, и поэтому растворяется. Тут появляется вайфу жена Такуми и говорит ему идти на странный звук. Это приводит обратно к толпе, которые считают Такуми виновником всех преступлений. Потому что так, видимо, сказали в СМИ, не знаю. Поэтому вся толпа избивает главного героя, который уже смирился с исходом. Но в этот момент в его голове издается голос Сёгуна, который просит его найти меч. Как вы поняли, Сёгун — это и есть сам Таками из будущего или из другой реальности. Как вы помните, Сена получила свои способности после психологической травмы, когда увидела, что произошло с ее матерью. Аяса также получила силы из-за пыток, будучи запертой в психбольнице. А если говорить про Рими, то ее тоже держали в подвале и делали что-то плохое. А автокатастрофа, которая произошла в детстве Такуми, действительно случалась. Вот только в реальности настоящий Такуми был в том автобусе, и в критическом состоянии его доставили в больницу. Сёгун получил какую-то травму, которая остановила развитие его тела и сделала инвалидом. Либо его опять же специально сделали таким, чтобы он пережил сильный стресс и получил свои силы. Но Сёгун узнал, что за всеми страданиями подростков стоит один человек, глава корпорации Нозоми. И чтобы как-то на это повлиять, Сёгун потратил все свои силы, чтобы создать коридор, который мы видели ранее в больнице. Так он скрывал свое существование от остального мира. В свое время ему также удалось спасти Рими из подвала больницы. И Рими влюбилась в настоящего Такуми или же Сёгуна. Но после этого его болезнь достигла пика, и он больше не мог двигаться. Поэтому он создал свою копию, именно того Такуми, которого мы знаем. Потому что это был последний шанс Сёгуна остановить корпорацию Нозоми. Но чтобы Такуми мог сражаться, ему нужно было обрести силу и, соответственно, самому испытать сильные отрицательные эмоции. Это и объясняет все страшные ситуации, которые происходили в начале игры. И так называемые бэд-трипы преследовали Такуми не только из-за его паранойи, а еще и потому, что рядом с ним всегда находилось много гигаломаньяков, что усиливало эффект. Поняв свою важность после разговора с Сёгуном, Такуми встает и достает свой меч, сбегая от толпы. Но не стоит забывать, что убийства нового поколения действительно были. Да, не такими жестокими, как видел их главный герой, но все же были, и за ними стояла не Рими. На самом деле убийцей оказался один из детективов, которые, блять, и расследуют это дело. А второй убийца — это медсестра, к которой Такуми ходил проверяться. Например, убийство с ребенком внутри человека она провернула, потому что сама была беременна. Сделала кесарево и засунула ребенка в свою жертву. Если вам интересно, зачем? Она просто ебанутая культистка. И еще забавный факт — это то, что она и являлась лучшим другом Такуми в онлайн-игре. И когда ты уже знаешь правду, то видишь небольшие пасхалки в ее сообщениях. Но самому до этого додуматься я не знаю, кем надо быть. Вот я вам все это рассказываю, и в игре абсолютно так же. На нас вывалили эту информацию вообще внезапно. И ничего не рассказали о мотивации убийц, кроме того, что у них проблемы с головой. Хотя я сейчас так подумал, в реальной жизни у многих маньяков тоже нет мотивации, так что мой прошлый тейк отменяется, ебанутым быть достаточно. Но скорее всего дело в том, что Chaos Head нас всех обманула. Всю игру мы думали, что суть в том, чтобы раскрыть убийство нового поколения. Но на деле это вообще не важно, ведь смысл в другом. И когда все, что я вам рассказал, раскрывается, Нозоми хочет замести следы, устраивая еще одно землетрясение, которое было гораздо сильнее всех предыдущих. И здесь мы уже подбираемся к развязке этого запутанного сюжета. Но для начала вернемся немного назад. Как вы помните, Рими ушла со словами, что хочет все это закончить. И она пошла сражаться с боссом Нозоми по имени Геничи Наросы, который придумал всю эту виртуальную реальность, работающую на пытках подростков. Там она видит настоящую Нанами, распятую на мече в форме креста, которая действительно потеряла руку. Геничи сам является гигаломаньяком и поэтому внушает Нанами, что Рими ее враг. И Нанами с одной
одной рукой из последних сил пытается убить Рими. А дальше нам показывают уже то, что произошло после землетрясения. Каким-то чудом все персонажи оказываются в одном месте. Девчонки находят безрукую Нанами, которая бродит по разрушенному городу. Она там воссоединяется с настоящим братом и все такое. Тут, если честно, я вообще не понял, как и куда завернул сюжет. Поэтому попробую сам вам объяснить, не прыгая по сценам туда-сюда, как в оригинале, чтобы все было понятно. Короче, получив меч, Такуми идет пиздиться с главой Наноми Геничи, потому что его машину, которая может контролировать весь мир иллюзиями, нужно уничтожить. Тут еще раскрывается, как связана религия, правительство и Нозоми. Им всем была выгодна такая машина, чтобы контролировать умы людей, но Геничи узнал, что они планировали его убрать. Поэтому с помощью своего устройства их устранил. То есть, то ли они сами сознались в убийствах, то ли он передал информацию напрямую толпе в голову, хуй тут поймешь. И, кстати, к чему было привязывать там Нанами и отрубать ей руку, вообще непонятно. Я думал, это как-то заряжало машину Геничи, но нет, это было просто для эффектности. В общем, из-за того, что Сёгун специально вообразил Такуми сильнее остальных гигаломаньяков, достав свой меч, он действительно мог сразиться с Геничи. Ну и после 30 минут анимешных диалогов во время битвы он побеждает Геничи, отбрасывая его в свою же машину. А потом все красиво взрывается, и у нас есть две концовки. Рими стоит над ним около развалин города, как в начале игры, но несмотря на победу, дальнейшее существование главного героя убьет настоящего Такуми. Поэтому Рими достает свой меч, целует Такуми и протыкает его мечом ради своего любимого. Но ирония в том, что Сёгун или же настоящий Такуми все равно вскоре умрет. И поэтому у нас есть вторая концовка, где Сёгун умирает прямо в момент того, как Рими хочет проткнуть Такуми мечом. Но обе концовки приводят к тому, что адская машина Нозоми и полгорода уничтожены, что дает старт сюжету Chaos Child, где история начинается через год после Врат Штейна. И если вы дадите знать лайками, то на него я тоже сделаю обзор. Ну а теперь немного проанализируем. Смотрите, если под конец видео у вас сложилось впечатление, что концовку запороли, то у меня также. Ну не в смысле прям последние кадры, где Рими стоит над главным героем, а ту арку, где Рими шла драться с антагонистом. И потом они как-то оказываются на поверхности. А затем Такуми с Геничи опять внезапно сражаются. Но в целом концепт самой истории интересный, думаю, вы согласитесь. Я скажу честно, очень сложно правильно подать 30-40 часов геймплея визуальной новеллы в одном видео. Но я правда постарался максимально понятно и без душноты объяснить вам концепцию этого сюжета. И если вы заметили сюжетные дыры, которые были, это не проблема моего видео, вот к чему я клоню. Когда я проходил игру, очень классно передавалась атмосфера напряжения. Да, некоторые бесполезные арки с детективами и смазанная концовка, конечно, задушили, но в целом 70% игры мне понравились. Но второй раз читать 40 часов я бы не согласился, поэтому и сделал это видео. Чтобы сэкономить вам 40 часов в жизни, и вы узнали, о чем был недооцененный многими Chaos Head. Но сказать, что это шедевр, я, пожалуй, не решусь. Это просто было лучше, чем нормально. Но сама концепция сюжета при лучшей реализации могла бы вполне потянуть на очень сильную игру. Вообще, создание таких длинных видео занимает много времени, ведь если бы оно было сделано на скорую руку, то вряд ли бы ты досмотрел до этого момента. Поэтому, по желанию, можете поддерживать контент донатами и подписками на Бусти. На данный момент у меня 4 подписчика: Канафайр, Куки Миш, Амогус Мистер Икс и ЦЗ Нефемка. Всем спасибо за поддержку и просмотр, а на этом пока что прощаюсь.